Если вы следили за каналом, вы знаете, раньше здесь было про Amazon, маркетплейсы и бизнес в США. Теперь тематика канала меняется. Почему? Сейчас расскажу. За последние несколько лет у меня сильно поменялись проекты, подход, ну и бизнес в целом. И если вы здесь впервые, меня зовут Ихлас. Сейчас я работаю с малым и средним бизнесом в США. Это бухгалтерия, финансовая и налоговая отчетность. И теперь немного расскажу, почему я сделал этот переход. Несколько лет назад у меня было много бизнес-направлений, которые шли параллельно. Но в какой-то момент сразу в нескольких из них начались серьезные проблемы. Это был момент, когда нужно было принимать непростые решения. И одним из таких решений был выход из проекта Amazon для меня. Я продал свою долю в бизнесе и решил сфокусироваться на другом направлении. Сейчас я все еще веду учет этого бизнеса, но операционно не участвую. И, если честно, тогда это было тяжелое решение. Но сегодня я понимаю, что я сделал правильно. Теперь о том, почему именно бухгалтерия и налоги. До бизнеса я работал в большой четверке, занимался финансами, учетом, анализом финансовых показателей. Потом были свои проекты, сеть магазинов товаров для дома, Amazon, e-commerce. Но даже в своих проектах я всегда лез в цифры сам. P&L, отчеты, кэшфлоу, налоги, структура бизнеса. У меня это получалось, и мне реально это очень сильно нравилось. В момент выбора, куда фокусироваться и в каком секторе или нише работать, и в момент, когда нужно было выбирать нишу или направление, я просто выбрал свою сильную сторону и тот сектор, где у меня настоящий интерес. Поэтому последние несколько лет я уже глубоко работаю с бухгалтерией и налогами в США. И параллельно я сдаю экзамены на получение федеральной лицензии на представление клиентов перед налоговой США. И интересно, что работаю в основном с теми же e-commerce бизнесами, так что от Амазона я далеко не ушел. Поэтому этот канал будет посвящен бухгалтерии, учету и налогам в США, как для компаний, так и для физических лиц. Здесь будет все, что с этим связано. Учет, налоги, налоговая отчетность для бизнеса и физических лиц, структура бизнеса, распространенные ошибки и легальные способы оптимизации налоговой нагрузки. Простым человеческим языком. Не теория, а реальные ситуации, с которыми сталкиваются бизнес и люди, работающие на рынке в США каждый день. Думаю, подойдет для многих секторов, даже если я их сейчас не назвал. Такие сектора, как e-commerce, tracking, moving, construction, строительство, furniture, fixture and equipment, FF&E, также сервисный бизнес, консалтинговый бизнес. Не так важно на самом деле, чем вы занимаетесь. Есть определенная специфика в каждом секторе, но в плане общего учета, сдачи налогов, все едины. Проблемы в учете и с налогами в бизнесе часто одни и те же. Если вы были на этом канале раньше, и если вам интересен учет и налоги в США, тогда вы уже в правильном месте. А если вы здесь впервые, то добро пожаловать. И напишите в комментариях, какой у вас бизнес и какую тему по налогам или учету США вам было бы интересно разобрать в следующем видео. А если у вас уже есть конкретная ситуация или проблема с налогами в США, можете оставить заявку на короткий созвон. Ссылка будет в описании. И если этот канал поможет убрать кому-то хаос в учете и получить больше ясности в налогах США, значит это все не зря. До встречи в следующих видео.